Привет! Сегодня мы поговорим про то, действительно ли тебе нужна музыка, где ее берут многие крутые блогеры бесплатно и что будет, если взять первую попавшуюся песню в интернете. Поехали! YouTube имеет мощнейшую систему поиска и анализа контента, который пользователи выкладывают каждый день. И просто так использовать первую попавшуюся музыку из интернета нельзя. Называется эта система Content ID. Это фактически искусственный интеллект. Авторы загружают свою музыку, а система снимает с нее так называемые цифровые отпечатки и сравнивает с ними каждое новое загруженное видео. Что такое отпечаток, достаточно сложно объяснить, но общий смысл в том, что музыка сравнивается не по нотам, а скорее по отличиям между соседними нотами. То есть, если ты возьмешь популярный трек и попробуешь его немного изменить, поменять скорость, поиграть с частотами в эквалайзере или даже добавить что-то поверх, Content ID сможет это соотнести с оригиналом и выставить претензию. Сразу возникает вопрос, а как же снимать на концертах? Простой ответ – никак. Может, конечно, и повезет, если звук запишется очень громко, с перегрузом, а на это все наложится плохая акустика и шум толпы. Это все может исказить музыкальный трек до неузнаваемости, но это только в теории. В большинстве случаев обмануть Content ID очень сложно. Более того, возьмем простую ситуацию. Ты гуляешь по центру Краснодара в выходной день или вдоль моря по набережной, например, Геленджика, и записываешь свой влог. В этих местах на каждом шагу играет музыка, и Content ID ее определит, даже если ты что-то рассказывал под нее в момент прогулки. Кстати, с помощью музыки можно бороться с блогерами. На днях в очередной раз обыскивали офис Фонда борьбы с коррупцией Навального. В самом начале силовики стараются заклеить все камеры, чтобы не позориться на весь интернет. Но что делать с сотрудниками, которые начинают прямые трансляции? И они нашли выход. Трое силовиков включили песню Linkin Park. Такая трансляция, скорее всего, будет сразу заблокирована за нарушение авторских прав. Что будет, если взять любую музыку? Блокировка трансляции или прилетевший страйк на канал – это очень редкая ситуация, которая может случиться, если использовать самые известные песни. В большинстве случаев ютуберы ищут более редкую оригинальную музыку. Если Content ID ее находит, то просто лишает блогера монетизации. То есть все деньги с рекламы в ролике уходят правообладателю, даже если это был совсем небольшой фрагмент в длинном видео. Музыку можно попытаться проверить перед публикацией ролика, например, загрузив на свой запасной канал. Если в первый час Content ID ее не определил, то велики шансы, что демонетизации не будет. Но, к сожалению, никаких сроков давности нет. У меня были случаи, когда монетизация снималась с ролика спустя 2 года после публикации. Никакие группы ВКонтакте или каналы на Ютубе с бесплатной музыкой без авторских прав не могут дать гарантий, что через год или через 2 эта музыка не определится как авторская и платная. У многих начинающих блогеров в этот момент опускаются руки. Нужна ли музыка в видео? Есть такое распространенное заблуждение, что музыка помогает удержать зрителя. На самом деле это не совсем так. Популярные влогеры создают с помощью музыки определенное настроение от просмотра видео. Они заранее, еще в момент копирования материалов с карты памяти, ищут подходящие им треки и делают монтаж под музыку. Но зачастую музыка используется неправильно. Я сам этим грешил. Снял достаточно скучное видео из путешествия, места интересные, а рассказать было особо нечего. И первое желание сделать видеоряд повеселее, подтянуть хорошей музыкой провисающий сюжет, но, к сожалению, это так не работает. Даже под супер красивые кадры надо что-то рассказывать интересное, чтобы удержать внимание зрителя. Даже если ты найдешь супер интересную музыку, зритель, скорее всего, этот момент пропустит или вообще отвалится на следующее видео. Особенно это касается путешествий. Что самое интересное в них? Это, конечно, интервью с местными жителями, локальная еда, особенности быта, а не просто красивые достопримечательности под музыку. Или другой пример. На курсах YouTube, где я работаю куратором, появился ученик, взрослый мужчина, бизнесмен-дауншифтер. Он сбежал из Москвы с хорошей должности в банке в деревню и снимает видео о рыбалке. Это уже очень хорошая оригинальная тема для канала. И вот он выпускает видео, как закрепить мормышку. У него хороший микрофон и рассказывает он это красивым поставленным голосом. Приятно послушать. На такие видео приходят далеко не рыбаки, чтобы узнать фактическую информацию о креплении мормышки, а вполне себе офисные сотрудники, чтобы расслабиться и забыть о своих рабочих вопросах. И на это спокойное медитативное видео начинающий блогер наложил первую попавшуюся бесплатную музыку.
Громкую, ритмичную, которая полностью ломает весь настрой. Конечно, в такой ситуации лучше вообще не делать веселее и обойтись без музыки. Видео лучше зайдет и просмотров будет гораздо больше. Поэтому первое, о чем стоит задуматься, а нужна ли тебе вообще эта музыка? Или скучный фрагмент стоит просто вырезать. Переходим к самой важной части нашего видео, где взять бесплатную музыку. Начнем с простого. Некоторые блогеры полностью под все видео накладывают музыку, как я. Это очень тихая, спокойная музыка, которая не отвлекает от слов. С ней надо работать очень-очень аккуратно. И часто в ней даже немного уменьшают те частоты, которые пересекаются с частотой голоса. Самый популярный сайт для поиска такой музыки – Epidemic Sound за $15 в месяц. Но есть и бесплатный аналог – BandSound. Музыка с этих двух сервисов чаще всего используется как фоновая. Но если ты снимаешь влог с эмоциями, она не подойдет. Она очень ровная, спокойная, без резких перепадов. В ней сложно найти такие эмоциональные подъемы, чтобы подчеркнуть какое-то действие в видео. Эта музыка, скажем так, достаточно банальна. То есть даже за $15 ты не получишь доступа к сервису, который удовлетворит все твои потребности. Опытные блогеры рискуют и берут музыку из самой крупной музыкальной сети, которая называется SoundCloud. Во-первых, не всю музыку оттуда можно использовать. Надо искать плейлисты, где крупно написано Free. Во-вторых, это всегда риск. Недавно Каролина К. рассказывала, как в одном из самых ее популярных видео про Нью-Йорк сняли монетизацию практически сразу. И потом его заблочили из-за музыки, то есть там следующие 100 тысяч уже без монетизации. Ничего страшного, как бы, я привыкла к такому, тоже не сильно расстраиваюсь. То есть все деньги с ее рекламы идут правообладателю. Сейчас это видео набрало более 800 тысяч просмотров. И я представляю, как может быть обидно, когда ты потратил много времени, написал сценарий, съездил в другую страну, сделал действительно крутое видео и все небольшие деньги с рекламы у тебя отобрали. Конечно, этот фрагмент с авторскими правами можно заменить прямо в творческой студии YouTube на что-то из бесплатной ютубовской коллекции. Но там музыка простая. И конечно, если ты делал монтаж своего видео под конкретную музыку, ты не сможешь в этой коллекции подобрать что-то такое, чтобы новая музыка совпала с нарезкой кадров в твоем видео. И тут надо сказать спасибо Каролине, что она не стала убирать этот фрагмент или накладывать что-то бесплатное и оставила все как есть. Да, денег она не заработала, зато зрители могут смотреть видео в оригинале, так как его задумывал автор, с правильной музыкой и эмоциями. Использование чужой музыки в видео – это всегда риск. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Действительно, хорошая музыка продается поштучно за десятки и сотни долларов. И даже в этом случае могут снять монетизацию, и тебе придется через апелляцию доказывать наличие прав и высылать подтверждающие это документы. Еще один вариант – писать музыку самому или собирать ее из отдельных сэмплов и делать ремиксы. Кстати, BandSound прямо запрещает использовать свою музыку для ремиксов. Но тут уже больше вопрос к музыкантам, как переписать музыку так, чтобы Content ID ее не определил. Я напомню, что простые методы – это искажение, эхо, изменение скорости и частот могут не помочь. Подведем итоги. Первое. Задумайся, а нужна ли тебе эта музыка, учитывая все проблемы, которые она может принести в будущем. Может быть, просто стоит удалить лишние кадры, где сюжет провисает. Второе. Фоновая музыка. Если ты уже зарабатываешь на своем канале, возьми музыку по подписке в Epidemic Sound. А если только начал свой канал, бери бесплатную с BandSound. И третье. Если музыка важна для твоего видео, если она действительно создает какие-то дополнительные эмоции у зрителей, ищи бесплатные композиции в SoundCloud. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!